Привет! Скоро исполнится первое десятилетие с момента рождения одной из самых ярких звезд в мире видеоигр — Sims 4. Да-да, вы не ослышались. Sims 4 исполнится 10 лет. Но все ли помнят, какая была игра в далеком 2014 году? Мне удалось найти образ диска с американской версией игры с дополнением Digital Deluxe, для которой был выпущен самый первый патч. В этом видео мы погрузимся в самое начало эпохи Sims 4, окунемся в атмосферу тех времен и вспомним, как все начиналось. При первом запуске игры Sims 4 появляется хорошо знакомая анимация на белом фоне. Я не могла отвести взгляд от такого крутого главного меню с множеством анимаций симов. Было интересно следить за движениями и эмоциями симов. Все эти анимации будут в конце этого видео. Давайте начнем наше путешествие в прошлое. Нас встречает совершенно другой Пломбоб со своей уникальной текстурой. Создание персонажей осталось практически неизменным на протяжении длительного времени, однако существуют некоторые отличия. Нам доступны 5 жизненных стадий: ребенок, подросток, молодой, взрослый и пожилой. Младенцев и малышей на тот момент еще не существовало. У женщин и мужчин были разные голоса. У мужчин звучный, теплый и нахальный, а у женщин милый, мелодичный и веселый. Но в современной версии все виды голоса смешались. Было 8 видов походок, но в современной версии их 9. Жизненные цели были представлены по кругу. Их было 23, но сейчас их 25. Со временем появились персональные настройки Сима, пол и сексуальная ориентация. У новых нарядов был совершенно другой знак, а некоторые костюмы имели интересные примечания и собственные мудлеты. Невозможно было рандомизировать черты характера, и не было функции создания истории персонажа. Города кажутся однообразными, когда пристально рассматриваешь каждый дом или общественное место. Это создает ощущение, будто все вокруг всего лишь модели, но как только переместить курсор на какой-нибудь район или дом, они начинают раскрываться новыми красками. Несмотря на разделение на районы, они не имеют собственных названий или описаний. Мне не совсем понятна такая концепция городов Sims. Если смотреть на два доступных мира, Willow Creek и Oasis Springs, то невозможно понять, что представляют из себя эти города и какая растительность будет окружать наших симов. Возможно, разработчики задумывали постепенное открытие участков после их посещения. Например, после посещения парка он мог бы стать ярче и более живописным, а после посещения всех домов в районе этот район автоматически стал бы цветным. Такой подход, вероятно, увлек бы интерес игрока к исследованию всех уголков города и общению с соседями, но это всего лишь мои предположения. Режим строительства представляет собой мощный инструмент. Фундаменты и стены можно очень просто увеличить, уменьшить или переместить, но ранее отсутствовала возможность копирования объектов. Регулирование высоты фундамента осуществлялось с помощью ползунка, и за это приходилось платить, однако сейчас это бесплатно. Круглых стен, перегородок и подвалов на тот момент еще не существовало. Крыши с фронтоном имели функцию растягивания кровли в длину с помощью стрелочки, в то время как для крыш с коньком такой возможности не было. Также отсутствовали круглые 5-, 6- и 8-угольные крыши. Лестницы были только прямыми и не могли быть повернутыми, а если смотреть с верхнего этажа на лестницу, то она казалась полой. На верхней полоске инструментов находилась кнопка информации об участке, которая позволяла изменить его название, указать количество спален и ванных комнат, а также просмотреть текущую стоимость или удалить участок. Участки не обладали свойствами или испытаниями. Были доступны только фонтаны и их оформление, но у создаваемых фонтанов не было функции изменения вида воды. Кроме того, никаких намеков на бассейны и пруды еще не существовало, поэтому утопить Сима было невозможно. В инструментах ландшафта доступна была только краска земли, а выкопать яму или создать вершину не было возможно. В растениях можно было найти маленькие и большие клумбы. В то время они не считались активностями. Большую клумбу нельзя было разместить на платформе или внутри дома, в то время как садовый горшок мог быть использован как на платформе, так и внутри дома. Отсутствовала отдельная категория потолочных украшений, хотя были доступны вытяжки и висящие сковородки. Потолок всегда был белым на протяжении многих лет, но совсем недавно разработчики нас порадовали, и теперь мы можем создать потолок своей мечты.
Если вы хотите построить участок в режиме управления городом, то при каждом нажатии на молоток вас выбрасывает обратно в режим управления. И еще у меня частенько проскакивал баг, после которого отображение объектов разных категорий становилось то меньше, то больше. Рассмотрим интерфейс режима жизни. Некоторые иконки изменились, например, галерея и жизненная цель, а управление городами находилось в 3 точках. В режиме паузы в левом верхнем углу будет большой знак «Стоп». Также присутствует кнопка показа дома и мобильный телефон, который совершенно не имеет никакого внешнего вида. Телефон представляет собой набор функций: включить режим вибраций, открыть браузер, поиграть, запланировать общественные мероприятия, переместить семью, заказать услугу и путешествовать. В доступе были лишь 2 услуги – доставка пиццы и услуги горничной. Служба доставки еды отсутствовала. У горничной наряд был голубого цвета вместо привычного черного. При наведении курсора не отображалась информация о должности нанятого сотрудника, хотя гости, приглашенные на вечеринки, имели свой статус. Также отсутствовали мастера. Щелкнув по симу, можно было изменить одежду и отправить его на пробежку. Симы не имели возможности раздеться полностью. При перемещении на другие участки появлялась анимация, подобная получению ачивки, и название участка располагалось ниже сима, в то время как в актуальной версии игры оно отображается сверху. Прогресс общения между симами был оформлен иначе, а при общении с несколькими симами требовалось использовать стрелочки. Все всплывающие уведомления имели немного измененный синий фон. И обратите внимание на иконки симов. Они были повернуты на 45 градусов и не направлены к игроку. Однако в меню отношений симы отображались в привычном виде. Не знаю, это баг или фича, но можно было сразу узнать, состоит ли сим в браке, даже не задавая соответствующий вопрос. В меню общения не было возможности создать группу. У симов отсутствовали профили, и они не испытывали чувств к другим персонажам. Действия мероприятия отображались криво, но сейчас есть возможность свернуть все задания. Окошко сохранения стало только красивее с годами. Информация о еде была оформлена иначе. При выборе книги отображалось доступное количество копий. В меню покупки книг были представлены все жанры. А информация о нарисованных картинах имела простой, но информативный вид. Однако при продаже произведений искусства отсутствовала цена. Знак в уху в ранней версии Sims имел другой внешний вид. Процесс присоединения к семье имел скучное оформление, в то время как переезд семьи выглядел более привычно для нас. Окно общественных мероприятий имело отличие от текущего вида, а смена нарядов Сима всегда сопровождалась порядковым номером. Значок новых объектов в инвентаре Сима и в режиме строительства отличался от нынешнего. При появлении малыша нас ожидало довольно унылое окошко. Поскольку в первых версиях игры не было тоддлеров, младенцы сразу становились детьми, и окошко выбора жизненной цели и черт характера было менее красочным. Пакеты с семенами больше напоминали почтовые письма, а состояние растений имело другой внешний вид. Анимация способствовать росту была немного иной и требовала вмешательства Сима. Взаимоотношения Симов не были такими простыми в построении. Одни персонажи не поддавались романтическим действиям даже после длительного общения, а другие с первого знакомства развивали только любовную линию. Раньше знакомые Симы никогда не могли вам отказать в перемещении на другой участок. Разговоры через плечо – очень распространенная система общения в Sims. Очень часто посторонние Симы вмешивались в личное пространство, и смущение было довольно частым мудлетом в моей игре. Если у вашего Сима много знакомых персонажей, с которым он не общается, то они постепенно исчезают из раздела отношений. При наведении курсора на Сима мы не могли узнать его возраст, поскольку он не отображался. Симология персонажа включала только черты характера, возраст и статистику. Родословного дерева еще не существовало. Почти каждый день к моим персонажам приходили их знакомые и друзья. Симы затягивали выполнение основных действий, таких как готовка, из-за общения с другими персонажами. Эти действия происходили не параллельно, а последовательно. Поцелуй женатого Сима с посторонней девушкой на глазах у его жены, которая занимается бегом, не вызовет отрицательных эмоций у супруги, но при виде в уху будет испытывать разочарование. Кривые объятия были и в первых версиях Sims. Профессий было не так много – 8, а сейчас их уже 17. Стиль немного изменился. Окно текущей карьеры стало более красивым. Ежедневных заданий для улучшения продуктивности на работе не существовало. Когда Сим опаздывал на работу, в графе карьеры появлялась кнопка «Отправиться на работу» с желтым фоном. А если Сим прогуливал работу, кнопка становилась красной.
У подростков было доступно только 5 профессий, на которые они могли устроиться. Когда ваш сим находится на работе, вы не можете узнать о его самочувствии или посмотреть, как развивается шкала продуктивности карьеры. Вся информация о персонаже заблокирована в его отсутствии. Симы были действительно многозадачными. Например, мой персонаж занимался спортом, слушал музыку и общался с незнакомцем. Симы, которые общались с вашим персонажем, имели прозрачный пломбок. Когда у Сима звонит телефон и вы поднимаете трубку, то вы сразу увидите уведомление, на которое нужно ответить. А в современной версии есть выбор принять или отклонить звонок. Можно прийти в гости, и дом будет полностью в вашем распоряжении. Никто вам и слова не скажет о недопустимом поведении. Смерть персонажа не являлась важным событием для симов, которыми вы управляете. Они продолжали выполнять свои действия. А вот простые мимо проходящие симы будут наблюдать за процессией. Свидетели смерти не получали негативные мудлеты, а почившие персонажи отображались как живые симы в графе отношений. Печальный мудлет можно было получить, оплакивая умершего сима. Призраки отсутствовали в первых версиях игры, а жнец душ охотно принимал знаки внимания и соглашался пойти на свидание. После смерти одного сима и воскрешения второго, семья забудет о смерти первого, и отрицательный мудлет исчезнет. Умершие симы остаются в графе отношений, даже после освобождения их духа. При положительном тесте на беременность сим вставал и сразу же увеличивалась грудь и живот под конфетти, но сейчас этот процесс происходит сидя на унитазе. Беременные симы могли отправиться на пробежку. В случае пожара на участке к вам не приедут пожарные, так как их нет. Возможно, какой-то сим проявит смекалку и потушит горящего персонажа. Или вы дадите такое указание. Нет. Не доработали с навыками для детей. Эти навыки остаются после взросления. Раньше симы не могли подойти к зеркалу, которое висело на стене над тумбой. После достижения 10 уровня в любой карьере вы не получите добавку к зарплате, в отличие от современной Sims. На растения можно было посмотреть, но эта информация не записывалась из-за отсутствия дневника. В базовой игре вы также ощутите эту боль, отсутствие допов и бесполезность некоторых функций. Сады, расположенные возле жилых участков, не были активными. Невозможно было ухаживать за растениями, поливать и собирать урожай. Однако проходящие симы не стеснялись заботиться о них. Также в других районах городов не было урожая, за исключением района, где жили мои симы. Сорняки можно было вырвать даже когда они еще не были видны на клумбе. До тех пор, пока сим не овладеет хотя бы минимальным навыком механики, действие «улучшить» не будет отображаться на предметах электроники или сантехники. Изначально нам было доступно 18 навыков, но сейчас их 22. Собранные фрукты невозможно было съесть. Готовить одновременно мог только один сим, но сейчас вся семья может заниматься готовкой, вот только быстрее не будет. Подсказки были очень навязчивыми, и их невозможно было отключить. Счета выставлялись в 5 часов утра. Коллекторов не было, но нам могли просто отключить электричество, а потом и воду. При этом ваше имущество оставалось нетронутым. А нестандартные ситуации заставляли мою игру крашиться. Если поставить какой-то объект вблизи камина, то пожара не случится, зато симы могли запросто загореться. Я хотела снять такую же ситуацию в современной версии, но пожар возник там, где его не ждали. Когда Белла принимает душ, ее прическа меняется на собранные волосы, но у других симов с длинными волосами такой трюк не сработает. Из всех дымоходов будет идти дым, даже если камин не зажжен. Раньше младенца забирало зеленое свечение, а сейчас он просто исчезает. Семена растений можно было заказать только одним способом – щелкнуть на горшок или клумбу. После полива клумбы очень часто образовывались лужи на земле, которые могли оставаться по 2-3 дня. Если зайти в редактирование внешности этой семьи, то у самого младшего сима будет ошибка – слишком длинная фамилия. Симы любили оставлять еду в ближайшем месте, где могла располагаться тарелка, например, в книжном шкафу. Но сейчас симы предпочитают или тумбы, или столы. Во время игры заметила что-то странное Виллоу Крик, думая, что это цветок, который провалился немного ниже земли. В современной версии игры он также присутствует. Симы не могли преодолеть самый низкий фундамент без лестницы. Однако нынешние симы спокойно справятся с этим барьером. Скрещивание растений имело некоторые дефекты. Не получалось вывести питаю из клубники и львиного зева. Однако, если скрестить, например, лимонное дерево и львиный зев, то мы все же получим нечто, что в конечном итоге ничего не даст.
Гриль нельзя было переместить в багаж. В прошлых версиях игры воспоминания можно было задать эмоции, которые вы считаете уместными. Но в современной версии мудлеты будут автоматически подстраиваться под настроение Сима в данный момент. В первых версиях Симы не могли ничего делать на песке, но теперь взрослые могут рисовать на песке, а дети играть. Это были все отличия между базовыми версиями Sims 4, которые я заметила по ходу игры. По моему мнению, Sims 4 выпустили немного сырой в 2014 году. Например, я не могу понять отсутствие призраков. Вы можете сказать мне, что призраки появились уже 1 октября, то есть спустя месяц после релиза игры. Но я задам вам встречный вопрос. Почему они не были добавлены изначально? Я нашла лишь мелкие отличия стилей и механик игры. За почти 10 лет игра Sims 4 выглядит так, как должна была выглядеть изначально. Возможно, разработчики растянули свой to-do-лист на десятилетия. Или же они постоянно находили слабые места и совершенствовали свое детище. Ранее у линейки Sims не было конкурентов, но на данный момент мы знаем, что в разработке находятся другие симуляторы жизни, которые способны покорить сердца симоманов. Что вы думаете об изменениях в Sims 4 и будущем Sims 5? Жду ваше мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!